Всем привет! Сегодня я буду отвечать на наиболее популярные вопросы, которые возникают во время моих консультаций. Вопрос первый. Если у меня есть все симптомы расстройства аутистического спектра, есть ли гарантия, что психиатр точно мне поставит этот диагноз? Для иллюстрации полноты картины я приведу вам пример, который произошел буквально 2 недели назад. Ко мне обратилась девушка. Психиатр ей уже поставил расстройство аутистического спектра. Но она у себя подозревает также биполярное расстройство личности. Поэтому она решила обратиться к другому психиатру для уточнения картины, потому что именно он специализируется на биполярном расстройстве. Она пришла на сеанс, рассказала все, что ее беспокоит, перечислила симптомы и спросила психиатра, что он думает на ее счет. Психиатр начал рассказывать про то, что касалось биполярного расстройства, видит ли он признаки или нет. Тогда она решила уточнить, а что относительно расстройства аутистического спектра. Ответ был таков. Аутизм бывает только у детей. У взрослых аутизма не бывает. Девушка сказала: окей, все понятно, и не стала настаивать на своем, потому что не было такой задачи. Но картина в целом такова, что вы можете уйти с диагнозом или вы можете уйти без диагноза. Здесь зависит от того, насколько специалист, доктор имеет практику работы именно с такими пациентами. Поэтому рекомендация будет следующая. Прежде чем пойти к психиатру для уточнения диагноза, пожалуйста, проверьте, имеет ли доктор опыт работы в этой сфере. Имеет ли он специализацию на теме расстройства аутистического спектра. Следующий вопрос, который тоже часто возникает. Мои родители, друзья, близкие люди говорят мне какие-то странные вещи. Я их делаю, а потом они недовольны, почему я их сделал. Например, опять история для иллюстрации. Предупрежу, что история несколько экстремальная, но она очень хорошо иллюстрирует эту тему. Девушка и парень живут вместе. Девушка в этот вечер хочет с парнем иметь интимные отношения. Она про это говорит. Я хочу с тобой сегодня заняться сексом. Парень отвечает: ты знаешь, я очень устал на работе, точно не сегодня. Она продолжает настаивать. Парень злится и в ярости кричит: если тебе так нужен секс, то ты можешь пойти и заняться им с кем угодно. Это буду точно не я. И уходит, хлопая дверью в свою комнату. Девушка размышляет над этим предложением и думает, что в принципе не такое плохое предложение. И она действительно в этот вечер уходит и находит парня, который не против заняться с ней сексом. Затем она возвращается домой и говорит, что все окей, я сделала, как ты хотел. Парень в ярости. Он хочет разорвать отношения. Далее у них все сложилось хорошо, они живут вместе. Но, тем не менее, сама ситуация была критическая. Что произошло? На всякий случай. Парень, естественно, не имел в виду то, что он сказал. Он не имел в виду, что она может пойти и заняться сексом с кем-то еще. Для него было важно, чтобы она была ему предана и занималась этим только с ним. Но он был в ярости, и поэтому, чтобы, может быть, сделать ей больно, сделать ей обидно, он крикнул эти слова. Чтобы как-то изолироваться, защитить себя в этот момент, возможно, да? Но девушка поняла это буквально. Таких ситуаций много, когда родные люди говорят что-то, пребывая в сильном эмоциональном состоянии. И аутичный человек трактует это действительно как руководство к действию. Поэтому рекомендация будет такой. Пожалуйста, если человек с вами разговаривает, если он кричит на вас, если он, например, плачет, он отчаянно жестикулирует, у него слишком высокий голос, подождите, пожалуйста, пока он успокоится,
И затем уточните, правильно ли вы его поняли, действительно ли он хочет именно этого. Или вы его неправильно поняли, а на самом деле он имел в виду что-то другое. Это убережет вас от многих странных ситуаций. Следующий вопрос. Я устаю от общения с друзьями. Я аутичный человек. Ко мне приходят подруги, или мы встречаемся в кафе, меня приглашают на торжество, и люди вокруг очень много разговаривают, они хотят моего общения. Я утомляюсь очень быстро, и у меня начинаются сенсорные перегрузки. Я хочу уйти, мне тяжело. Далее я возвращаюсь домой, и, находясь дома, я прихожу в себя и даже слышать не могу, что родные, например, хотят меня видеть на Новый год в их компании, или приглашают на день рождения, или коллеги просят с ними пойти куда-то в бар посидеть. Что мне делать? Вопрос звучит так: что мне делать? Потому что для меня это очень сложно. Я не против общаться, но мне это очень сложно. Какая будет рекомендация, какой будет ответ? Вы уже знаете, что люди делятся на интровертов, экстравертов, и посередке это амбиверты. Про это есть видео на моем канале. Если вдруг вы не видели, то, пожалуйста, посмотрите, там подробно рассмотрена эта тема. Сейчас коротенечко. Если вы утомляетесь от общения с людьми, даже если это два ваших хороших друга, вы потом долго приходите в себя, вы чувствуете себя обессиленным, и общение с людьми скорее вас обесточивает, чем наполняет, скорее всего, вы относитесь к интровертам. Что в этом случае нужно делать? Нужно соблюдать гигиену общения. Сейчас расскажу, что это такое. Очень важно ограничивать круг людей, с которыми вы общаетесь, время, которое вы с каждым человеком проводите наедине или же в компании. Как это выглядит на деле? Шаг первый. Вы, общаясь с человеком, очень внимательно следите за проявлениями в вашем теле и в вашем разуме. Нам нужно поймать первые признаки утомления, начинающегося утомления. Что это может быть? Это может быть зевота. Вы вдруг начали зевать. У вас могут начать закрываться глаза. Могут возникать мысли, как я хочу домой. Вы можете представлять свой любимый диван, свою книжку. Вы хотели бы уйти. У вас могут напрягаться мышцы. У вас могут усилиться самостимуляции. У вас может начать покалывать где-то в теле. У вас могут тяжелеть руки, ноги, туловище. Внимательно последите, пожалуйста, за собой и научитесь замечать эти первые признаки. Что у вас появляется, когда вы начинаете уставать? Для чего это важно? Это важно для того, чтобы зафиксировать время, через которое вы начали уставать. Например, вы сидите с подругой в кафе и разговариваете. Через 9 минут, через 15 минут, через 21 минуту, у кого как, вы замечаете, что начинаются первые признаки утомления. Например, начали думать: боже, как хочу домой, боже, как хочу домой, как я доеду до дома, как я там приготовлю свой любимый чай или кофе. Да? Вы начинаете отвлекаться вот на эти мысли. Значит, фиксируем, что мое утомление наступает через, например, 16 минут после начала общения, к примеру. Следующий шаг. При следующей встрече с друзьями, с близкими людьми, с родственниками, неважно, вы честно предупреждаете: мой друг, я сегодня с тобой на 15 минут. Больше, к сожалению, не смогу, потому что занята. И вы заводите будильник на 15 минут, не 16. Вы знаете, что утомление на 16 минуте. Заводите будильник на 15. И когда будильник звенит, вы прощаетесь и говорите: спасибо большое, было очень приятно, к сожалению, мне пора идти. И уходите. Это очень важно. Не оставаться, несмотря ни на какие уговоры. У вас есть задача сохранить себя в хорошем состоянии, не переутомиться.
Вы уходите, и на следующий день или вечером, к примеру, если встреча была утром, вы себя спрашиваете: я хотел бы еще встретиться с человеком, например, вас куда-то зовут. Вы себя спрашиваете: я хотел бы или нет. Если хотел бы, опять устанавливаете четкий режим, что я могу прийти, но, к сожалению, только на 15 минут, дальше я буду занят. Если тебя устраивает, окей, давай встретимся. Да? И таким образом вы внимательно следите за тем, чтобы не перегружаться эмоционально, не перегружаться сенсорно. Сегодня это была новая рубрика «Ответы на вопросы с консультацией». Если вам это было интересно, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Тогда вы будете в курсе новых выпусков. Всех вам благ, всего доброго, до свидания.